Добрый вечер, друзья. Извиняюсь за такую вот обстановку. Я бы хотел сегодня на горячих парах, как говорится, поговорить о немецких бомжах или о немецких гражданах, которые живут на улице. Почему меня подтолкнуло или что подтолкнуло меня на это видео? Дело в том, что я только что был в магазине, закупался и уже выкладывал с тачки вещи в мой багажник. И ко мне подошел мужчина, ну лет так 45, ну скажем. Ну, те, кто живут на улице, очень тяжело определить, сколько им лет. Ну и, мол, типа, говорит, извините, пожалуйста, можно вас кое-что спросить. Но я уже понял, что сейчас будет клянчить деньги. Но он мне говорит, мол, типа, я живу на улице, у меня нету денег, туда-сюда. Ну, я его сперва отшил, потому что у меня такое, что я знаю, что он эти деньги пробухает или еще что-то, и тем более в Германии можно заработать деньги. Но факт то, что он повесил голову, я говорю, извини, пожалуйста, но у меня нету с собой налички, я оплатил только что картой. Он голову повесил и пошел дальше. Смотрю, к другому подошел, другой его тоже отшил, третий, пятый. Ну и ходил по парковке, клянчил деньги, можно сказать. Ну, а я запаковываю дальше машину, и мне в голове, знаете, вот 1000 мыслей, вот эта вот моральная блокада, можно сказать. Как-то, с одной стороны, и не охота давать, потому что, я знаю, 90% он будет эти деньги пропивать. Но все же я смотрю в свою тачку, смотрю в багажник, сколько я закупился. У меня, как говорится, я такой себе, вот, у тебя есть деньги, ты закупился. Может быть, у человека серьезно что-то произошло в жизни. И, может быть, серьезно он относится к этим 10%, которые, может быть, эти деньги не пропивает. Ну, я теперь в машину сел. Ну, смотрю, он ходит дальше по парковке. Я не видал, чтобы кто-то ему там дал там копейку. Ну, я теперь машину завел. Меня грызет. Чуть-чуть совесть есть. Как говорится, я туда-сюда меня разрывает, и не дать, я знаю, что дать не надо, а с другой стороны, вдруг серьезно что-то с человеком не то, ну, как в жизни всякое бывает, да, ребята, кому-то везет, хорошая работа, деньги, семья, у кого-то все сыпется с рук, ну, я ему посигналил, махнул, говорю, иди сюда. Дал ему евро, я говорю, вот это евро было, у меня здесь в машине валялось. Ну, как бы успокоил я сам себя, я ему дал, куда это евро пойдет, хватит ему это евро. Сперва у меня была такая мысль, может с ним позвать его, если он серьезно живет на улице и хочет покушать, зайти там булочная, у нас пекарня, и купить ему булочку, думал, что вот он поел, и я буду 100% знать, что он эти деньги не на пивасик растратит. Ну, у меня время мало было, мне поджимает, я после спорта быстро домой закупиться, сейчас надо покушать, и потом на работу, я думаю, ладно, если я ему евро дам, я не обеднею, а он не разбогатеет. Ну вот, я дал ему ойру, успокоил свою душу, успокоил свою совесть, вот так вот, да. И думаю, а как бы поступили вы, мои подписчики? Вот мне интересно, вот даже те, которые живут в Германии, как они считают, люди, которые сидят на улице, попрошайничают, стоит ли им давать деньги? Я знаю, уже по телевизору много показывали, что есть целые мафии вот этих вот попрошаек, что они живут даже и неплохо, но есть случаи, где люди серьезно живут на улице, спят на улице, и некоторые выбирают эту жизнь, им нравится, так как в Германии я случайно, вот серьезно, неделю назад по скуке как-то вот щелкал и наткнулся на такую передачу, где рассказывали про немецких бомжей. И как сам репортер говорил, он говорит, я сам, меня раздирает туда-сюда, потому что он говорит сам, что в Германии на улице никто не должен жить, потому что можно пойти в какой-то амт, поставить
документы, и если тебе даже не квартиру дадут, то тебе дадут какой-нибудь ночлег, что на улице ночевать никто не должен. Но многие просто не хотят этой волокиты, они выбирают жизнь на улице. Некоторые даже неплохо зарабатывают с этим, смотря где сидят, и у них там целая война, у этих попрошаек за свои места дерутся. Вот. И тут я сам попал в эту вот ситуацию, где вот думаешь, дать, не дать. Так что пишите в комментариях, как вы на это смотрите. Стоит ли попрошайкам давать деньги? Скажем, в нашем городе не так уж и много попрошаек. В городе, конечно, идешь, нет, один-два сидят. И мне вот так тоже... Я в основном не даю. Если я прохожу, я не даю. Я стараюсь отворачиваться, не смотреть на них, потому что мне с одной стороны жалко, с другой стороны я не знаю, что у человека за жизнь. Может быть, он серьезно сидит весь день, и у него в этой там коробочке набирается больше денег, чем я зарабатываю за весь день. Вот. Он просто сидит на жопе там, возьмет себе кумарчика, кумарнется и кайфует. А может быть и серьезно живут на улице. Вот. Как говорится, видео ни о чем. Охота мне просто узнать ваше мнение, как вы относитесь к таким вот людям, когда вот проходите, или вас это задевает, или вы просто игнорируете, или, может быть, тоже считаете, что в Германии бедным никто не может быть или не должен быть, потому что есть возможность где-то заработать, поставить какие-то антраги, получить деньги от города, просто люди тупо на этом навариваются. Я не знаю, мы как-то с Сергеем, кстати, Сергей Ястреб Тифал, тоже видеоблогер, мы как-то разговаривали, хотели свой эксперимент сделать, сесть где-нибудь в городе и посмотреть, сколько мы насобираем мелочи. Ну, что-то как-то, с одной стороны, как-то стрёмно, и с другой стороны, боишься попасть под эту мафию. Тебя еще там отлупасят. Или наоборот, потом завербуют, и будешь на них сидеть, собирать копейки. Так что, ребята, вот, все. Пишите свои комментарии, свое мнение. Мне очень интересно ваше мнение по этой теме, как вы относитесь. Пишите, ли много у вас в городе попрошаек, и часто ли вы встречаетесь с ними. Так что жду много комментариев под этим видео. Так что, ребята, давайте, с вами был Володя. До следующего раза.